Здравствуйте всем! Наш город Гродно, безусловно, очень красив и интересен с архитектурной и исторической точек зрения. И я решила сделать подборку топ самых красивых зданий исторического центра города. Но когда собирала материал для видео, наткнулась в интернете на статью «Топ самых уродливых зданий в Гродно в центре». И я решила, почему бы не включить в мое видео и эти дома, которые автор статьи считает уродливыми. Не совсем согласна. Некоторые проекты зданий очень даже симпатичны. Просто я бы перефразировала. Они не к месту. Некоторые смотрятся очень неплохо, но, несмотря на свои архитектурные особенности, просто не вписываются в общую панораму старых улиц. Но, впрочем, вы сами все увидите. Итак, топ самых красивых, на мой взгляд, домов в Гродно и топ спорных решений в историческом центре. Начнем с красивого. Пойдем по красоте, так сказать. Дом Крейцера. Его еще называют иногда в Гродно «Дом с лилиями» на улице Социалистической. Яркий пример отлично проведенной реставрации. Лепнина на фасаде, балконы – все воссоздано по старым фотографиям и чертежам. И, безусловно, благодаря своему цветовому решению в том числе дом стал настоящей жемчужиной и украшением улицы Социалистическая. Дом, построенный в начале XX века в стиле модерн, был приобретен преуспевающим предпринимателем Владимиром Николаевичем Крейцером. В 1911 году он приобрел его за 45 тысяч рублей на тогдашней Гороховой улице. Отделкой внешнего фасада особняка Крейцер занимался лично. На первом этаже располагался магазин музыкальных товаров, и именно этим объясняется лепнина в виде лиры, и жилые комнаты были на втором этаже. Конечно же, за долгие годы, в том числе военного периода, дом обветшал. Восстановили его в прежнем, даже более красивом виде, банкиры в 2013 году, выкупившие здание для банка. На улице Кирова располагается другое красивое здание. Это дом купцов Косовских. Дом, построенный в 1912 году, также сохранил свой красивый фасад. При реставрации была сохранена и реставрирована лепнина, сохранились исторические балконы и парапет на крыше работы мастерской Кочанов. Жаль, не сохранились оригинальные двери или хотя бы не сделали что-то подобное, а оставили безликий пластик. Но сам дом великолепен, согласитесь, и притягивает взгляд, и украшает улицу Кирова. Является ярким примером стиля модерн. При Косовских в начале 20 века на первом этаже в доме располагались магазин и швейная мастерская, а на втором этаже было 2 квартиры на 5 и на 6 комнат. На сегодняшний день в здании располагается государственная организация. Это красивое здание из желтого кирпича находится прямо в центре нашего города. Бывший дом купца Муравьева на площади Советской. На его фасаде сохранился кованый балкон конца XIX века. Здание признано памятником архитектуры конца 80-х годов XIX века. Построен в стиле модерн для купца Ивана Муравьева, выходца из Санкт-Петербурга. В доме располагались жилые помещения, где проживала семья купца, и магазин. А ведь изначально, когда дом был построен, он очень не нравился горожанам. Его считали некрасивым, раздражало все. Высокие башенки по углам, слишком высокое здание. И, наверное, нет другого такого по архитектуре здания в Гродно. И тем удивительнее, что оно дошло до наших дней, не разрушенным, не переделанным, и фасад остался таким же аутентичным. Сегодня здесь отель «Семашко» и ресторан «Муравьев». Дом на улице Большая Троицкая. Я называю этот дом пиксельным. Ведь если вбить в поисковую строку «пиксельный дом Гродно», выйдет именно он. Кто-то называет его коричневый, слышала даже «черный дом». И отношение гродненцев к нему неоднозначное. Но лично мне, подчеркиваю, это мое мнение, оно может отличаться от вашего. Так вот, мне он очень нравится. Прежде всего, именно цветом. Да, вы не ослышались. Мне очень нравится, когда здания разноцветные и выделяются среди прочих.
Посмотрите, как он заметен среди однотонной улицы. Яркий пример, как цветовое решение меняет улицу, яркие домики в Стокгольме. Посмотрите, насколько цвет меняет отношение и восприятие. А теперь представьте, что эти дома одного цвета, что называется, почувствуйте разницу. Или вот еще пример. В нашем городе дом Ворошильского на улице Василька. Когда-то он был красного цвета и очень выделялся на улице, был оригинальным, ни на что не похожим, а сегодня его реставрируют, чему мы, безусловно, как гродненцы, очень рады, но, увы, его сделали абсолютно безликим. Посмотрите на всю улицу, взгляду не за что зацепиться, и он станет обычным, одним из. А ведь если бы был красный цвет, если бы его восстановили, это была бы совершенно другая история. Так и здесь. На улице Большая Троицкая, 25. Здание начали строить еще в конце 2023 года, а в 2024 оно уже получило серебряную награду на престижном международном архитектурном конкурсе. Здание строилось как торговый центр, и здесь расположены магазины и офисы. Оно не жилое. Но согласитесь, что из-за цвета оно очень цепляет взгляд. Кстати, облицовочная плитка фасада белорусского производства, и пиксельный рисунок на одной из стен смотрится очень необычно. Кирпичики бросают тень на здание в солнечный день и оригинально выглядят при вечерней подсветке. А вам нравится? Напишите в комментариях. Следующий мой топ любимок – это дома на улице Замковой, где, кстати, представлены разные цвета домов, что делает улицу необычной и оригинальной. И дом номер 13, вот этот желтого цвета, самый красивый для меня. Он был построен в 1901 году и имеет очень красивую лепнину на фасаде. Литые чугунные балконы выделяются на фоне дома и цепляют взгляд. Насколько роскошно смотрится дом 13, в сравнении с линейкой рядом стоящих домов смотрите сами. Вот этот безликий фасад дома номер 15 был просто неудачно отреставрирован в 1960-е годы. До этой даты здесь был двухэтажный дом с мансардой 1870 года постройки, и его решили отреставрировать и перестроить, увеличив этажность за счет мансарды и совсем не позаботившись о фасаде. Ну, наверное, время было такое, не до излишеств. Но благодаря этому все познается в сравнении, и насколько все-таки украшенный лепниной фасад придает дому нарядности, если так уместно сказать, и неповторимого очарования. Так же, как и напротив стоящий дом голубого цвета под номером 12 сохранил свой уникальный фасад и за счет необычного цвета, безусловно, притягивает взгляд и украшает улицу. А теперь представьте, что он светло-желтый, как, например, на улице Василька, и очарование сразу пропадает, правда? Ну а теперь приступим к списку якобы некрасивых зданий города. И вот здесь ваше мнение будет приветствоваться в комментариях, потому что не все из них так ужасны. Но то, что они не к месту в историческом центре, это безусловно. Я бы назвала их интересными проектами, выбивающимися из архитектуры старого центра. Как если бы среди вот этого ряда домов на Парижской коммуне вдруг появилась высотка из стекла и бетона. В микрорайоне Гродно, который называют Новый Свет, сохранился дух 19-го, начала 20 века. И деревянные особняки начала 20-го создают ощущение, что вы неторопливо прогуливаетесь по улочкам в прошлом города. И вдруг вы видите вот это. 4-этажное здание бывшего банка по улице Мицкевича. Оно своим объемом буквально раздавило деревянные дома, окружающие его. Наверху какие-то странные амбразуры для обороны, и какой в них смысл, не сразу можно и понять. Но в целом оно, конечно, неплохо выглядит, но, увы, не для этого района. Микрорайон Новый Свет – это старая историческая застройка города. Здесь хорошо сохранились дома в стиле конструктивизма, построенные в начале 20 века. И в целом застройка не имеет высокой этажности. Хочу показать пример того здания, которое, как мне кажется, было бы более уместно здесь. Вот, например, надо только перейти по улице Белинского, и как раз напротив вы его увидите. Это дом с адресом 17 сентября 8. Построили его совсем недавно рядом в Новом Свете, что более-менее вписывается в архитектуру этого района. Здание также больших размеров, возможно, даже не меньше здания на Мицкевича. Но согласитесь, что разница между ними огромная.
Следующее спорное решение относительно выбора места, согласно автора статьи в интернете, это здание с башенкой по адресу Карла Маркса, 44. Когда я снимала его вблизи, оно мне даже понравилось. Интересное решение. Плавные линии переходят в оригинальную завитушку, но среди старых зданий я бы сказала, что смотрится как-то оригинально. Вот. Улица Карла Маркса начала формироваться еще в 15 веке. На ней находятся исторические здания, которые сформировали ее неповторимый силуэт, начиная с Бригитского костела и заканчивая небольшими особняками начала 20 века. Здесь же, на месте транспортной развязки, была окраина. А как вам? Нравится это здание или нет? Напишите свое мнение. С другой стороны Бригитского монастыря на улице Молодежная, 4А, находится не менее оригинальное здание. Повторяю, само по себе оно неплохо выглядит. Но где на рядом стоящих домах можно наблюдать вот такие крыши? Как по мне, они напоминают какую-то меховую шапку почтальона Печкина. Хотя кто-то скажет, что ты понимаешь, ведь ты не специалист, а простой обыватель. Да, но в любом случае мы, как граждане, как гродненцы, можем оценивать, что-то нам нравится, а что-то нет. Здание неплохое, но почему-то не учли, что рядом стоящие здания имеют немножко другие крыши. И вот эта вот нависающая крыша немного утяжеляет весь вот этот вот комплекс архитектурный. Да, на улице Молодежной есть очень много оригинальных, изящных, красивых зданий. И вот эта вот нависающая крыша как бы утяжеляет и немного не к месту. Возможно, в другом месте это смотрелось более гармонично. Мне так кажется. Ну и на окончание мой топ. Это дом на улице 1 Мая, дом 15. Трехэтажный жилой дом, имеющий боковые щиты вот такой причудливой формы. Неизвестно, что этим архитектурным приемом хотел сказать автор проекта. Возможно, архитектор был увлечен «Звездными войнами» или «Трансформерами». Уж очень этот дом, похож на межгалактический корабль из этого фильма. И здесь я согласна с автором статьи. Для чего были построены эти боковые щиты? Какую смысловую или физическую нагрузку они несут? Кого и от чего защищают? Я бы поняла или оправдала наличие этих боковых стенок, если бы там были террасы, но их нет, а ведь выступающие элементы еще и обошлись в немалые средства, я так думаю. А вот что вы думаете по поводу этого дома? Вам он нравится? Уникальный архитектурный ансамбль исторического центра Гродно является величайшей ценностью для всего нашего города. К нам едут туристы именно для того, чтобы почувствовать эту аутентичность, которая сохранилась очень в маленьком количестве городов. Сохранение его в нетронутом виде – наша первоочередная задача. Но вместо того, чтобы восстанавливать утраченные в годы войны исторические застройки, происходит вот такое застраивание пустующих мест новоделами. И бетонные монстры, вырастающие на узких улочках рядом с барочными костелами, вместо того, чтобы подчеркнуть неповторимость и дух города, очень сильно искажают его архитектурный облик исторического центра города, история которого насчитывает около 1000 лет. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк. И повторяю, это лично мое мнение. Я никого не хотела обидеть. И уважаемые архитекторы, те, кто трудится над проектами домов, это огромный труд. И мы все это понимаем и очень ценим. Просто бы хотелось, чтобы наш исторический центр все-таки оставался вот таким красивым, аутентичным, какой он есть сейчас. Поэтому пишите комментарии, какие у вас любимые дома в городе Гродно, а какие вы считаете очень спорными решениями. Ну а я, как всегда, всех вынимаю. Всем пока!